Зачистив базу противника и наконец-то сумев спасти шаль, главный герой предстал перед финальным боссом Соджо Геничи, противником, который в одиночку уничтожил всех членов группы элитного отряда Камунаби. И поэтому сегодня нас ожидает первое легендарное сражение насмерть в манге Кагурабачи. Битва длиной в 12 секунд, изменившая даже философию главного героя Ракухира Тихира. Но также напоминаю, что почитать свою любимую манху Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 17 глава манги Кагурабачи. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 17 главы. Как только главный герой и противник активируют техники клинка, покрывающие тело духовной энергией, появляется таймер длиной в 12 секунд, ознаменовав тем самым начало смертельного поединка. После чего Тихира и Соджо стремительно сокращают дистанцию, скрестив свои клинки, уже будучи на уровне крыши здания злодея. Сейчас каждый из них сражается для того, чтобы отстоять свои идеалы и понимание того, как в этом мире нужно использовать сильнейшее оружие, созданное великим мастером Кунисиги. И хоть сражение происходит на каких-то запредельных скоростях, разнося все вокруг, при этом еще и имея ограничивающий фактор в виде лимита времени, о котором мы поговорим далее, эти двое умудряются одновременно с этим разговаривать. Правда, их беседа происходила на ментальном уровне, в которой отстаивалась идея правильного использования магических клинков. И даже если противнику не нравилось, с какой целью Тихира использовал свою катану, а именно для уничтожения зла и спасения слабых, но благодаря ему Геничи смог много чего узнать о своей магической катане. Также во время этой беседы отдельное значение вновь-таки придавалось еде, которой злодей угощал своего собеседника. Однако Ракухира изначально не стал есть рисовые шарики, поскольку это означало бы частичное принятие идеи того, кто сеет хаос, используя магические катаны. А ведь сам главный герой был твердо убежден в том, что такой как Соджи не имеет права использовать творение его отца в таких грязных целях. Сам же злодей не видел ничего такого, чтобы использовать катану по прямому ее назначению, а именно для убийства. И даже если Тихира является сыном великого мастера Кунисиги, и наверняка ему известен истинный замысел создания этих катан, но факт остается фактом. Эти катаны прошли через войну и применялись для убийства противника. Так что, по мнению Соджо, здесь нет единой истины, поэтому, по его мнению, их битва и имеет смысл, ведь в ней они могут отстоять свои убеждения. После чего Тихира все же берет угощение в знак того, что он все-таки осознал, что мысли его противника не безосновательны. Ибо также это говорил и его отец, что даже если созданные им катаны предназначались для того, чтобы кого-то защитить, при всем этом они все еще могут убить человека. А значит, как и утверждал Геничи, у философии использования магических катан и вправду нет одного варианта выбора. И поэтому, раз уж не является опасным оружием, способным в руках злого человека творить настоящий хаос, Тихира принял решение, что этим катанам нет места в этом мире. И это полнейший шок. Ранее главный герой хотел вернуть все клинки, украденные организацией неких Хисяку, для того, чтобы они не запятнали гордость его отца, а теперь он принял решение уничтожить их. Видимо, Ракухира осознал, что охота за ними никогда не закончится, даже если он соберет их всех. И поэтому в этом сражении он начинает действовать согласно своим новым принципам мировоззрения. Столкнувшись тогда около крыши здания, противник с сильным давлением отбил своего оппонента вниз, готовясь нанести фатальный удар. Однако Тихира, благодаря покрову Нисики, в мгновение ока заходит за спину злодея, готовясь выбить клинок из его рук. Вот только Соджо среагировал на выпад своего соперника и сразу же перекинул катану в другую руку, незамедлительно нанося ответный удар, отсекая главному герою правую руку. Итак, на таймере осталось уже 9 секунд. ГГ потерял одну из своих конечностей. Злодей все еще ни на секунду не медлил. Но и Тихира также не останавливался, а из-за того, что он допустил ошибку и потерял в бою руку, Ракухира решился ускориться, придавая своим движениям
накоплением больше духовной энергии, становясь быстрее, нежели его противник. Соджо в свою очередь видел все это и осознавал, что из-за такой бешеной скорости часть его техник Коу и Юи попросту были бесполезны. А значит, ему остается облачить себя молнией и так же, как и главный герой, использовать всю оставшуюся духовную энергию, чтобы перебить полученное преимущество оппонента. И именно из-за выброса энергии нами объявили этот 12-секундный таймер, поскольку это предел времени, которое способно выдержать тело человека из-за использования всей духовной энергии сразу. Увеличив покров тела молнии и клинка, рассекающего облака в 2 раза, Геничи молниеносно смог перебазироваться и тут же из-за спины броситься к Тихира для того, чтобы отсечь ему голову. На таймере осталось 3 секунды, противник буквально в шаге от победы, но Ракухира в прямом смысле за доли секунды уворачивается от смертельной атаки, вздымаясь вверх, параллельно успевая атаковать оппонента, почти достигая его шеи. Геничи осознает, что ГГ сейчас будет атаковать сверху, и хоть ему и удается перегруппироваться, но он не успевает заблокировать удар и также лишается своей руки. Противник удивляется, ведь Тихира стал еще быстрее, поскольку тот сумел использовать покров духовной энергии в 3 раза больше допустимого объема. Однако даже так Соджо был уверен, что сможет отследить его передвижение. На таймере осталось 89 миллисекунд, и как только главный герой оказывается за его спиной, Геничи тут же наносит удар в голову. Вот только Ракухира деактивировал Нисики, остановившись прямо перед лезвием клинка противника, оставив себе в запасе духовной энергии на 1 секунду. И поскольку противник уже истратил свои запасы, находясь в непосредственной близости за спиной Соджо, активируя черный разрез Куры, Тихира растекает Геничи к чертям собачьим, как и всю местность, находящуюся позади него. Поскольку даже в такой ситуации злодей успел среагировать и поставить блок катаной, но вот только остановить черный разрез он все-таки не смог, так как он достиг предела своей духовной энергии. Кстати, этой атакой Тихира также уничтожил и катану рассекающего облака. Что же, это была просто невероятная глава. Такой сочный бой. Главный герой меняет свои идеалы и решается уничтожить наследие, созданное его отцом. Вот только в этом бою он потерял правую руку, однако я надеюсь, что с этим ему поможет Шаль. А то мне как-то не по себе от того, что манга только началась, а ГГ уже без руки. Но сражение действительно было зрелищным, так что будем тогда ожидать следующую главу. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев по поводу следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a 7ª. Eu vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.